Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня готовлю киевский торт. Это не так сложно, как может показаться, но потребует некоторого времени. У меня есть 8 белков, и я буду рассчитывать все продукты на 8 белков. Для начала я подсолила слегка белки и взбиваю их до устойчивой пены. Примерно минут 5-7. Белки должны быть лучше всего комнатной температуры. Уже ко взбитым белкам в пену я добавляю где-то граммов 40-50 сахара. Также всыпаю пару пакетов ванильного сахара и продолжаю взбивание, чтобы получилась пышная, красивая, устойчивая масса. Вот так, чтобы это хорошенько держалось на венчиках. Я взяла 200 граммов орехов. У меня сегодня фундук. Орехи можно использовать абсолютно любые. Чаще всего я пеку этот торт с арахисом обычным. Можно и с грецким орехом, можно кешью, у кого что есть. Сегодня у меня оказался фундук, я беру фундук. Весь сахар оставшийся смешиваю с мукой. Добавляю орехи порубленные. И просто размешиваю. Эту смесь буду всыпать во взбитые белки. И перекладывающими движениями буду объединять сахарно-мучную смесь с взбитыми белками. Всыпаю в 2 приема, чтобы не образовалось мучных комочков в тесте. Моя духовка предварительно уже разогревается до 150 градусов. И сейчас буду тесто разделять по формам. Я буду одновременно выпекать 2 коржа. У меня есть одно разъемное кольцо. Я поставила его где-то на 21 сантиметр размером. По нему же сделала, так сказать, трафарет из двойного слоя фольги и буду использовать как дополнительную форму. На дно положила кусочек пергамента. Можно смазать сливочным маслом, я ничего не смазываю, отлипнет. Одну часть выложила в одну форму и вторую часть выкладываю в другую форму. Разравниваю. И вторую. Ставлю в духовку и забываю на 2-2,5 часа. Я оставила свои коржи на ночь остывать и уже на утро делаю сироп для крема. Крем называется шарлот, и для его приготовления мне понадобится либо желтки, оставшиеся от ваших белков, которые вы будете использовать. У меня желтков не оказалось, у меня оставались только белки, поэтому я беру одно яйцо, сахар и молоко. Все точные пропорции будут указаны в описании к этому видео. Ставлю на нагрев чуть выше среднего и увариваю сироп до закипания и даю покипеть на несильном огне примерно минут 5. Вот видно уже, что сироп начал закипать. Даю просто немного провариться ему. Этот сироп не будет густой, это не заварная основа для крема, это
такой молочно-яичный сироп. Мои коржи, естественно, за ночь очень хорошо остыли. Я снимаю сначала фольгу, потом освобождаю от пергамента. Вот такие два коржика у меня получились. Сироп у меня уже остыл до комнатной температуры и буду готовить крем. 250 граммов масла жирностью 82,5%. Комнатной температуры абсолютно мягкого. Взбиваю до бела на средней скорости миксера. И постепенно добавляю сироп. По столовой ложке, по 2 столовые ложки. И вмешиваю его. Тут важно именно постепенно добавлять сироп, а не выливать его сразу. Принцип приготовления такой же, как и крема на заварной основе. В итоге получается вот такой вот пышный масляный крем. Примерно 1/3 крема я откладываю в отдельную мисочку. В эту часть крема буду добавлять какао, 1 столовую ложку. Этим кремом буду украшать верх торта. Начинаю сборку торта. Да, тут обрезаю неровности, если таковые имеются. Но это не критично. Большую часть крема выкладываю на нижний корж. При этом оставляю какую-то часть, примерно где-то 2 столовые ложки крема, чтобы сделать украшение. И накрываю вторым коржом дном вверх, потому что дно всегда ровнее. Верх и бока торта покрываю шоколадным кремом. Ничего особо не стараюсь выравнивать, потому что это торт для домашнего чаепития, поэтому будет красиво в любом случае. Сейчас еще немножко шпателем. Этот крем прекрасно держит форму. И с ним работать одно удовольствие. Я подровняла немного бока вверх и бока присыпаю рубленными орешками. В кондитерский мешок выкладываю остатки белого крема, делаю бордюр. Это все индивидуально и зависит от вашего желания. Можно совершенно не украшать кремом, а просто засыпать весь торт орехами, и это тоже будет очень вкусно. Делаю произвольные розочки этой же насадкой. Нарисовала такую веточку и отсаживаю лепесточки еще, листочки. Мой тортик готов. Я поставлю его в холодильник примерно на полчаса и будем пробовать. Этот тортик получается не тяжелый. Я его не взвешивала, но он примерно где-то около килограмма весит.
Кто любит безе и масляный крем, очень рекомендую приготовить и не бояться готовить его. Получится в любом случае. Идеально к кофе. Готовьте с любовью, кушайте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых вкусных встреч! Ваша Ксюша.